Приветствую, друзья! Вслед за просто бесподобными True Hexa и довольно спорными наушниками Zero логично будет рассмотреть их новую модель Hola. Теперь это чисто динамическое решение, базирующееся на 11-мм DLC-излучателе с популярной настройкой EF Neutral Target. Стоят они около 1500 рублей, обещают какой-то просто фантастический опыт прослушивания. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой коробке с девочкой-зайчиком, заводским графиком АЧХ и перечнем характеристик на китайском языке. Из важного отметим импеданс, равный 28 Ом, и чувствительность 120 дБ. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, карточку этой героини аниме, мягкий чехол из кожзаменителя и два набора черных силиконовых амбушюр разного диаметра сердечника. Амбушюры на этот раз нормальные, вполне можно пользоваться. А вот кабель для своей цены выглядит просто шикарно. Толстый, витой, с L-образным штекером на 3,5 мм и сопротивлением на каждой из жил, равным 37 Ома. Вполне достойный результат, его тоже оставляем. Сами Hola довольно-таки компактные, хотя внешняя конструкция кажется монолитной, внутренняя часть здесь пластиковая, а внешняя прикрыта металлической пластиной с таким абстрактным узором. Из функциональных же элементов тут два отверстия для компенсации динамика и средний по габаритам звуковод. Смотрится это неплохо, сидит модель удобно, да и изоляция здесь вполне достойная. Вот так это все, друзья, и выглядит. По измерениям же у нас немного вальяжный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,14%, то есть это уже новый рекорд. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 82 и 98 миллисекундам с незначительными возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с пологим таким заходом на середину, аналогичная по амплитуде выделения области разборчивости, акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания, значительная такая компенсационная яма и еще один акцент на 15 кГц, дабы вернуть в звук воздух и подчеркнуть разнообразные затухания. С графиком от производителя мой совпал почти идеально. По амбушюрам же отличия начинаются только после 11 кГц, и то не сказать, что сильно. По подаче у Hola ровно, как это было в случае Zero, чувствуется некоторая зажатость на всем диапазоне частот. Проще всего это заметить на вокальных партиях, где голос не льется, как в других моделях, а приобретает эдакие надрывные черты и эмоциональную тяжесть. Для рока, блюза, металла и другой негативно окрашенной музыки это даже в тему усиливает, так сказать, ощущения. А вот что-то акустическое, академическое или джазовое, где важно передать весь спектр эмоций, наушники сливают в промежуток от легкой меланхолии до жесткой депрессии. То есть никакого позитива, эмоционального подъема или зеркального отражения чувств ждать не приходится. Не скажу, что это плохо, но жанрово на модель накладываются серьезные ограничения. Для рока, шансона или чего-то другого, где важно прямо выстрадать композицию, самое оно. Для иных направлений результат будет очень спорный. Понятно, что это ультрабюджетный сегмент и придирчивость здесь не к месту, однако на фоне героя обзора у CC и CXS просто сверхразборчивость, фантастически выраженная экспрессия и запредельная реалистичность. KVR с Cadenza, конечно, немного дороже, но также имеют предельно открытое и естественное звучание и к тому же потрясающую мелодику. Да, знаю, много в данном сегменте и посредственных моделей, над которыми Hola возвышаются прямо горой, однако есть и более интересные варианты. По насадкам сориентировать вас, к сожалению, не смогу. Те, что с узким сердечником, мне не подошли. С амбушюрами KBR-07 звучание мне показалось интереснее, но не кардинально. Из важного еще стоит отметить некоторую требовательность к выходной мощности источника. То есть на фоне конкурентов им нужно заметно больше. Других ограничений придумать не могу, в остальном все достаточно стандартно.
По характеру же звук, как я уже сказал, тяжелый, с глубоким и текстурным басом, акустически правильным весом на всем диапазоне частот, достойной выразительностью, мелодикой и таким немного грубым характером. Слушается это, вообще говоря, приятно, радует правильный баланс частот, да и на верхах ничего не ярчит, не свистит и не режет. Причем та же перкуссия не кажется задвинутой, и так называемые хвосты находятся на своих местах. Естественно, лишь с зачаточной слоистостью, но все-таки. Еще понравилось, что добавочная масса здесь не искусственного происхождения, как это было в Moondrop Aria. Сквозь нее прекрасно читаются текстуры, да и вообще к прорисовке особо вопросов нет. Конечно, не что-то выдающееся типа CCX XS, но подробнее, например, более дорогих Дуну Кима. В отношении же передачи пространства сцены в глубину тут ситуация столь же печальна, как и у многочисленных Zero. Все инструменты словно звучат с одинакового от нас расстояния, то есть что-то оркестровое ради разнообразия послушать можно, но это точно не те наушники, что дадут максимальное погружение и понимание данного жанра. Итогом, динамические наушники Tropher Hall очень неплохо выглядят, комфортно сидят, насадки в комплект положили достойные и кабель хороший. Однако по звуку это все те же вариации на тему Zero. Согласен, суммарно все очень неплохо для своего сегмента, но пространства сцены в глубину нет, прорисовка у текстур средняя, да и эмоционально опять же все слишком уж зажато. Отсюда в плане жанров лучше всего подходит все мрачное и депрессивное. Пострадать в них сплошное удовольствие, а вот наоборот вряд ли. Если вокал вдумчиво позитивен или имеет такой оптимистический подъем, наушники мгновенно превратят это в меланхолию и добавят некоторую обреченность. Все верно, по большому счету вопроса у меня к модели нет, особенно в ее цену, но подойдет она далеко не под все жанры. Уверен, рокеры, металлисты и другие ценители мрачных аудиальных пейзажей останутся довольны. В обратную же сторону это не работает. А на этом у меня все. Это были наушники Tropher Hall. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!